Прошло уже 2 месяца с того момента, как мы создали большой вечный террариум, в который не посадили ни единого растения. Посмотрим, изменилось ли что-то с того времени. Помните террариум с муравьями? Он существует уже целых 9 месяцев. Муравьи себя хорошо чувствуют, и аппетит у них по-прежнему отличный. Видите этих больших муравьев? Это 2 матки, которые несут яйца. Продолжая размножаться, они иногда выносят свои личинки наружу и что-то с ними делают. А иногда просто сидят и чистят друг друга. Смотрите, сколько проходов они нарыли вдоль стенки. Но с растениями произошли некоторые изменения. У клевера начали отмирать и высыхать некоторые стебели. Возможно, что-то погрызло их корешки, или же их жизненный цикл закончился. Хотя, думаю, это не так страшно, высыхая они отдают свою влагу, которая понадобится новым растениям. Но в один момент на верхней части банки появилось множество мелких белых точек, которые еле заметны невооруженным глазом. При помощи микроскопа удалось увеличить изображение, и я увидел вот этих существ. Они передвигались по поверхности и, похоже, поедали мертвые листья. Как вы думаете, что это за инопланетяне с рожками? Теперь перенесемся к нашему огромному террариуму, который мы создали 2 месяца назад. Удивительно, но уже через 3 дня после запуска в террариуме появился первый росточек. Он развивался, но через несколько дней умер. Видимо, из-за холода, который поступал от окна. Тогда я убрал террариум на тумбочку и держал его там около 2 недель в ожидании появления жизни. Но в один день во время осмотра я заметил странные следы на водяном конденсате. И после нескольких минут осмотра увидел вот этого парня. Он лазил по стенкам и пачкал их, а согнать я его не мог. Еще через некоторое время он пропал из виду, видимо, залез в свою норку. И вот спустя целых 3 недели появился вот этот росточек с капелькой воды на кончике. Непонятно, как она туда попала. Следующей была вот такая красная ножка, которая, распустившись, стала похожей на какую-то пальму или что-то вроде того. Напишите в комментариях, кто знает, что это за растение. В общем, в террариуме появилось много новой жизни. От кустиков мха до вот таких непонятных столбов. Даже в пустоте под землей проросло какое-то зернышко. Конденсирующаяся влага собирается в капли на стенках и потом падает на грунт, имитируя дождь. С каждым днем внутри террариума появляется что-то новое, и за ним становится все интереснее наблюдать.